Как вы думаете, почему самые кровавые истории всегда начинаются словами «все было тихо и спокойно»? Ах да, потому что тишина – это вежливое ожидание бури. Впрочем, когда буря начинается, все начинают кричать. Свидетели, судьи, палачи. Каждый уверен, что знает правду. Как же мы за всеми этими криками узнаем истину? Элементарно, Котсон. Опять. К ночи деревни шептались. Опять качали головами крестьяне, сидя у очага. Старухи крестились, мужчины сжимали кулаки. Страх давно поселился здесь, в этих землях, где каждый новый день мог стать последним для чьей-то дочери. Они ждали, пока тьма выберет следующую жертву, и понимали, так дальше нельзя. Кто-то должен был их защитить, но кто осмелится бросить вызов той, чье имя произносили шепотом, словно заклинание? Ее звали Анна Надь, дочь небогатого дворянина из соседней деревни. Она была гордостью отца. «Моя Анна при графине», — говорил он, расправляя плечи, «учится благородным манерам, будет настоящей дамой». Он мечтал, что однажды она вернется, сияя как звезда, с историей о пышных балах и утонченных беседах. Но в тот день все было иначе. Лошади остановились у ворот, когда снег тихо кружился в воздухе, словно призраки, танцующие в сумерках. Сосед, что привез Анну из замка, выглядел так, будто хотел поскорее уйти. А госпожа отпустила ее на поправку, пробормотал он, простыла, видать. Мать выбежала к повозке, накинув на дочь шерстяной плащ. Анна не сопротивлялась, но и не обнимала мать, как было раньше. Она смотрела куда-то в темноту, будто видела там то, чего не замечали другие. Ее лицо было белым, а губы потрескались. Под глазами залегли тени, будто она не спала месяцами. «Дитя мое, что с тобой? Кто тебя обидел?» Голос матери дрожал. «Ничего, просто устала. Хочу спать», – тихо, почти беззвучно ответила Анна. Ее отвели в дом, помогли снять плащ. Руки Анны дрожали, как в лихорадке. Она легла, отвернулась к стене и больше не произнесла ни слова. Словно все слова остались там, в замке. Ночью мать просыпалась от призрачных звуков. Тихое, прерывистое дыхание, а потом шепот. Не молитва, нет, скорее бред. Отрывистые фразы, будто дочь кого-то звала или с кем-то спорила в мире, куда живым нет дороги. А под утро все стихло. Воцарилась тишина, густая и окончательная. Когда мать, сжимая в дрожащих пальцах свечу, коснулась плеча дочери, та уже не дышала. Лицо ее было спокойным, светлым, как будто усталость наконец отпустила свою жертву. А за окном серел снег.
Петухи кричали, и жизнь с ее подлой настойчивостью продолжалась. Только в этом доме было так тихо, что было слышно, как воск свечи, словно слеза, капает на пол. Никто не знал, что с ней случилось. Но уже к вечеру в деревне шептали, прикрывая рты ладонями: училась у госпожи. И этого было достаточно. «7 августа 1560 года в лоне одной ветви великого и грозного рода Батори родилась девочка. Дитя силы, гордости и той самой крови, что не терпит примесей, словно старое вино, которое нельзя разбавлять водой. Назвали ее Элжбета. Мать новорожденной, Анна Батори, происходила из той же ветви, что и будущий король Стефан Баторий. Говорили, в ее жилах текла кровь гордая, холодная и опасная, как обнаженная шпага. Отец Элжбеты, барон Батори, был из ветви Эчет, той самой, что веками держала меч и власть в руках, не кланяясь никому, кроме собственного генеалогического древа. Да-да, друзья мои, вы не ослышались. Батори женился на Батори. Впрочем, чему тут удивляться? В те славные времена почти вся знать свято верила, что гены как сыр. Чем благороднее плесень и чем дольше он зреет в собственном соку, тем изысканнее вкус. Тем более у власти тогда были те самые Габсбурги, виртуозы семейных альянсов, которые так усердно женились друг на друге, что их генеалогическое древо скорее напоминало круговорот крови в замкнутой системе. Рождение Элжбеты было вполне в духе эпохи: кровь к крови, деньги к деньгам, безумие к безумию. Элжбета Батори росла ребенком беспокойным и капризным, а потом начались припадки, подучие, эпилепсия. В те времена это не было редкостью ни в их семье, ни даже в семье Габсбургов. Такой дар считался знаком чистой крови. «Благородная болезнь», – шептались няньки, крестясь за спиной ребенка. Ее детство было стандартным для ребенка ее ранга и эпохи. Девочку учили читать, молиться, держаться с достоинством и вести хозяйство. А ведение хозяйства в замке XVI века подразумевало и искусство наказания. И поверьте, в те годы здесь не было ничего необычного. Порка, клеймение, отсечение ушей – все это было такой же частью повседневности, как звон церковных колоколов или запах свежеиспеченного хлеба. Это была нормальная практика не только в замке Батори, но и повсеместно. От Вены до Кракова порядок поддерживался страхом, а страх – болью. Позже сплетники с упоением будут рассказывать, что она с детства видела жестокость. А кто ее не видел в XVI веке? Жестокость была не событием, а фоном. Отец нашей героини не был более жестоким, чем любой другой феодал, для которого крестьянин был чуть более одушевленной вещью, чем его собственный пес. Да, Элжбета с детства видела суровость, но не потому, что ее приводили к этому нарочно. Просто она росла в обычной для своего века среде, где кровь была не ужасом, а частью повседневности, как молитва перед сном. Когда умер отец, Элжбете было всего 10. Но замок не осиротел, что вы. И нет, управление не взяла в свои руки мать. Согласитесь, не женское это дело, это вам не покорно молиться в тени. Здесь нужен ум и сила, которые есть исключительно у мужчин. Поэтому власть быстро перешла в руки старших мужчин из рода. А мать, Анна Батори, как и полагалось в те времена, отступила в благородную тень, к молитвам, вышиванию и детям. В общем, Элжбета выросла, глядя на то, как женщины молятся, мужчины правят, а слуг наказывают. Все как у людей. А когда Элжбете исполнилось 12, ей услужливо нашли жениха. И нет, на этот раз не из рода Батори. Ну, конечно, тоже из очень знатного. Его зовут
Ференц Надежди, торжественно объявил дядюшка, с таким видом, будто он и сам не прочь бы на нем жениться. И ведь дядюшку понять несложно. Жених был знатен, богат, молод, всего 17 лет, и чертовски образован. Вот так Элжбета стала невестой. Конечно, сразу замуж ее не повели, на это еще было время. Она училась, росла, и когда ей исполнилось 15, стало ясно – пора. Девочка, так сказать, созрела для брака и продолжения рода. Вот так и случилось, что весной 1575 года в ворота их замка въехал всадник, молодой, гордый, на вороном коне. Это был Ференц Надежди, жених Элжбеты. 15-летняя Элжбета тайком наблюдала за ним из окна. «Красивый», – подумала она и успокоилась. Он въехал во двор в сопровождении свиты. Копыта отбивали дробь по камню, а родовые знамена хлопали на ветру, словно черные крылья. Замок, в котором жила его невеста, выглядел безупречно. Все на своих местах, словно и сама судьба здесь стояла по стойке смирно. Он пока жениться не хотел. Слишком молод, слишком любил женщин, вино и звон шпор. Ее ему выбрали, не спросив мнения. Да оно никого и не интересовало. И вот теперь, в легком раздражении, он приехал на собственную свадьбу к той, кого в глаза не видел. Ференц надеялся лишь на одно, что девочка хотя бы не безобразна. Опыт подсказывал, за гербом и золотом нередко прячутся лица, которые ни одна песня не осмелится восславить. В зале было прохладно, пахло ладаном и терпким яблочным вином. А потом ввели невесту. Он поднял равнодушный взгляд из вежливости. Она шла медленно, словно привыкла, что все замирает, едва она появляется. Высокая, стройная, с лицом, в котором не было ни девичьего смущения, ни глупого кокетства, только холодное, почти надменное спокойствие и уверенность в каждом шаге. И теперь он смотрел, не в силах отвести взгляд. Только бы это была она. И да, это была она, Элжбета, которая к своим 15 годам превратилась не просто в красивую девушку, а в женщину с колдовской опасной красотой. Ее черты были идеальны и оттого пугающие, а в глазах стоял лед. Такими обычно бывают ведьмы из старых баллад, те, что сводят с ума мужчин и заключают сделку с дьяволом за бессмертную душу. Вот так они и стояли посреди зала, в окружении родственников. Она – прекрасная и белоснежная статуя. И он – тот, кто еще час назад в душе проклинал всю свою родню. А теперь же не мог отвести взгляда от этих глаз, полных мрачной тайны и обещания невыразимой страсти. Свадьба двух великих родов отгремела в замке Вранов, на землях, что ныне зовутся Словакией, а тогда это было Венгерское королевство. И это был не просто пир, это был пир на весь христианский мир. Вы только представьте себе, 4500 гостей, не людей, от титулов, гербов и амбиций, которые приехали из Венгрии, Трансильвании, Польши, Австрии, Чехии. Свадьба была не просто богатой, она была неприлично богатой. Празднества длились много дней. Гостей кормили дичью, медом, вином. Из лучших гобеленов и шелков делали временные шатры, чтобы аристократам не пришлось слишком долго находиться на свежем воздухе. Проводились турниры, театральные представления, раздавались подарки, украшения. Все это было демонстрацией силы двух родов – Батори и Надежди. Здесь все кричало о том, что этот союз будет фантастически богат и ужасающе влиятелен. Невеста Элжбета была невероятно хороша, холодной, опасной красотой, от которой замирало сердце, а жених молод, статен и явно пленен. И вот в разгар пира Ференц сделал жест, о котором будут говорить поколения. Он подарил своей юной жене
замок Чахтице, каменную громаду, что возвышалась на холме, застыв между небом и землей, как страж, охраняющий тайны. Его башни, казалось, пронзили облака, а стены хранили молчание веков. Тогда никто не знал, что этот замок станет не просто домом, а символом ужаса. Но это будет потом. И вот, после свадьбы молодые отправились именно в этот замок. Так, неприступная крепость стала домом для новой семьи. И жили они счастливо, особенно по меркам той эпохи, когда брак был не союзом сердец, а юридическим договором, скрепленным кровью предков и золотом приданного, где любовь была редкой и почти неприличной случайностью. Элжбета вела хозяйство мудро и сурово. Она управляла имениями, налогами, урожаем и судом с железной хваткой. Ее уважали за расчетливость и боялись, ибо она не терпела неповиновения. А еще, конечно же, она рожала детей. 6, как и полагалось идеальной аристократической жене. Что же Ференц? Он воевал. Его прозвали «Черный бей» за жестокость к врагам и необыкновенную храбрость. Он служил Габсбургам, отбивая венгерские земли от османов. Жене своей он доверял безоговорочно. Он знал, под ее холодным взглядом и железной рукой их владения процветают, а хаос не смеет переступить порог. А когда он израненный возвращался домой, именно жена его выхаживала. Элжбета, как и большинство женщин ее круга, прекрасно разбиралась в травах, настойках и прижиганиях. Для аристократки это была жизненная необходимость. Тогда это называли заботой. Позже с упоением скажут колдовство. Но в 1601 году удача отвернулась от черного бея. Ференца стали терзать тяжелые боли в ногах. Неизвестный недуг медленно превращал грозного воина в инвалида. А 4 января 1604 года Ференц умер. Так Элжбета Батори осталась вдовой. И не просто вдовой, а одной из самых богатых и независимых женщин Европы. Она унаследовала гигантские земли в Верхней Венгрии, нынешняя Словакия. Замки, деревни, виноградники и, что важнее, право суда над своими подданными. Ее богатство затмевало даже королевскую казну. Она могла позволить себе все. И хуже всего, могла позволить себе быть свободной. А это, согласитесь, в 17 веке было самым что ни на есть, не женским делом. И вот именно тогда, после смерти мужа, все и началось. После похорон Элжбета не плакала и не молилась. Она просто молча ходила по замку, даже ночью. Слуги шептались, хозяйка сошла с ума от горя. Но нет, она не сошла с ума. Она просто думала о том, что делать ей с этой свободой, с этой властью, с этим миром, который теперь принадлежал только ей. И вдруг, в одно утро, Элжбета вышла в главный зал. В черном платье без единого украшения, с волосами распущенными, как траурный штандарт, бледная, как снег. Слуги замерли, не зная, кланяться ли, бежать ли или просто замереть, надеясь стать невидимыми. Она прошла мимо них, как призрак, и остановилась на лестнице, там, где обычно стоял ее муж, бросая взгляд на свои владения после возвращения с войны. Несколько секунд она смотрела вниз, на десятки бледных лиц, на застывшие в страхе фигуры. Потом заговорила, тихо, ровно, но так, что каждый слог отдавался эхом в каменном чреве замка. «Теперь этот мир мой». Ни один звук не сорвался в ответ. Даже ветер за окнами, казалось, притих. «Мы будем жить по моим правилам».
Так и началась новая жизнь вдовы, у которой было слишком много денег и слишком много власти. И она правила жестко. Слуги боялись ее пуще османской сабли, но слушались беспрекословно. В моду у знати вошло отправлять дочерей из небогатых дворянских семей к ней на обучение, постигать благородные манеры, рукоделие и науку выживания при дворе. Но частенько те, кто уходил в замок, возвращались оттуда бледные, исхудавшие, с потухшим взором, словно после долгой и беспощадной болезни. «Госпожа слишком сурова», – шептались в народе. «В ее доме строгий порядок», – вторили им соседи. «Там не терпят ленивых рук и глупых голов», – добавлялись самые догадливые, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Слуг у графини было много. Родители сами вели дочерей в замок. Служить госпоже считалось честью. Вроде как в люди выбилась. Послужит, манерам научится, да и приглянется кому, говорили в деревнях. Девушки шли туда охотно, в первые годы добровольно. Потом поползли нехорошие слухи о жестокости графини. И в дом хозяйки молодые служанки уже шли добровольно-принудительно. Но шли, выбора-то нет. Только вот новые девушки приходили, а у многих уже зрел простой, как хлеб, вопрос. А где, простите, старые? Те, что ушли раньше. Больше их никто не видел. Наверное, сбежала с женихом, с наигранной надеждой, говорили люди. Наверное, уехала в город, говорили другие. Но чем дальше, тем сильнее тянуло леденящим холодом от этих «наверное». А потом многие начали замечать одну странную, почти дьявольскую деталь. Графиня не стареет. Совсем. Время, которое измучило ее мужа, словно замерло для его вдовы. А однажды под стенами замка нашли тело юной девушки. Одной из тех, что, по мнению соседей, наверное, уехала в город. Только вот она лежит мертвая и будто обескровленная. «Ну, мало ли», – зашептались испуганные люди, – «вытекла куда-то кровь, наверное». Но другие, те, что посмелее, уже не верили ни в какие «наверное». «Графиня убила», – шептались они. «А кровь? Ванная она из крови принимает», – вдруг заговорила Марушка, девушка, что вернулась от госпожи месяц назад. Вернуться-то вернулась, бледная, с темными кругами под глазами. И главное, молчала, как будто слова забыла. И вот заговорила. Все взгляды устремились на нее, а она лишь заплакала и снова замолчала. Люди не хотели в это верить. Мало ли, что говорит Марушка. Она всегда была не от мира сего. Но графиня ведь и правда не старела. А девушки все пропадали. И люди боялись, молчали, прятали своих дочерей. Но один человек молчать не стал. Им оказался местный священник Иштван Мадер. Именно этот ревностный протестант, пахнущий ладаном и праведным гневом, решил положить конец этой бесовщине. Он-то и написал письмо властям, запечатав его не просто воском, но и собственной решимостью. Вот тогда-то в замок и пожаловал человек по имени Дьордь Тюрзо. Именно ему было поручено выяснить правду. И ведь это был не просто чиновник, а палатин Венгрии. Фактически, второе лицо в королевстве. Когда Тюрзо вошел в зал, графиня уже его ждала. На лице ни тени страха, лишь холодное спокойствие человека, привыкшего приказывать. Он ожидал увидеть дряхлую вдову, согбенную, поседевшую, изможденную годами, а увидел женщину, в которой время словно застыло. «Да», – промелькнуло у него в голове, – «а ведь они не врали. Она и правда не стареет». В ту же секунду в нем что-то дрогнуло, то ли страх перед дьяволом, то ли зависть к бессмертию. «Госпожа Бадори», – произнес он наконец, – «вы знаете, зачем я здесь?» Она чуть улыбнулась.
так как улыбаются не женщины, а королевы, взирающие на забавного шута. Конечно, знаю. Вы ведь тоже не верите сплетням, милорд? Тихо спросила она. Нет, ответил он, но иногда сплетни – это и есть правда. Она засмеялась. Смех был короткий, чистый, и от него у Тюрза пошел мороз по спине. «Тогда садитесь», – сказала она, – «раз уж пришли за истиной». «Что ж, мадам», – произнес Тюрза, – «вынужден уведомить вас, что отныне вы изолированы. Не ради унижения, разумеется, просто свидетели могут стесняться говорить при вас правду». Графиня подняла на него глаза. Ни возмущения, ни страха, только легкая скука, как у человека, который слышит плохую музыку на слишком знакомом балу. «Разумеется», – тихо сказала она, – «правда – это хрупкая птица, пусть летает без меня». И, обернувшись к солдатам, добавила: «Ну что ж, господа, ведите». И пошла вперед, не дождавшись, пока кто-нибудь посмеет взять ее за руку. Факелы колебались, тени дрожали по каменным стенам, и казалось, что сам замок затаил дыхание. Никто не сказал ни слова, только Тюрза подумал с неясным уважением и страхом. Вот так, должно быть, уходит королева, даже если корону у нее забрали. А потом начался опрос свидетелей. Имя: Марина Штефаникова, пане. Ты служила у госпожи? Да, милостливый пан. Ты видела, как кого-то наказывали? Видела. Кого? Не помню, но крови было много. Имя: Каталина, милостливый пан. Служила у госпожи? Да, милостливый пан. Что ты видела? Били. Кого били? Не знаю. Кто бил? Может, сама госпожа? Может. Наверное. Имя? Спросил писарь, не поднимая глаз. Зюзана, пане. Ну, Зюзана, говорят, ты что-то видела? Видела, пане, все видела. Что именно? Как графиня наша в ванне. В ванне? Ага, лежала. В воде? Нет, пане, с удовольствием выдохнула Зюзана. В крови. В зале кто-то шумно перекрестился. Тюрза посмотрел на женщину долго и пристально. И ты видела, чья кровь? Не знаю, пане, но видела, как слуги выносили мешки, тяжелые, как грех. Что в мешках? Не знаю, пане, но точно не зерно, ведь в лес увозили. В лес мешки, говоришь? В лес, пане, а зачем зерно в лесу хранить? Имя? Йолана. Что знаешь? Все знаю. У моей соседки дочь Тереза. У Терезы подруга, имя не помню. А у той подруги сестра двоюродная. Так вот, у этой сестры была сваха, а у свахи дочь красивая, веселая. Ушла в замок служить, а домой на праздники не вернулась. Ну, мало ли думали, хозяйка не отпустила, но к Пасхе вернулась. Мертвой, с рассветом у дверей ее нашли, без капли крови. В общем, в те дни было допрошено около 300 человек. Выслушав эту лавину свидетельств, Тюза написал письмо королю. «Ваше Величество, по жалобам подданных мной проведено расследование в Чахтицах. Допрошены слуги и жители округи. Получены признания ближайших людей госпожи. Обнаружены следы жестокого обращения и смерти молодых девок. Налицо систематические злодеяния. Ради чести ее высокородного рода прошу не доводить до публичного суда. Графиню изолировать в ее покоях, а соучастников предать суду и казни. Имущество взять под королевскую опеку до решения по наследникам». Все это время сама графиня находилась под домашним арестом. Далее были задержаны 4 самых близких слуг, тех, кто знал слишком много. Доротья Сентеш, прозвище Дорка, старшая из женщин при доме, правая рука графини. Илона Йо, доверенная служанка, тень госпожи. Янош Уйвари, прозвище Фицко, карлик, мальчик-слуга. Катарина Беницка, служанка из ближнего круга.
Их отвезли в Бытчу, резиденцию Тюрзо. Там, в начале января 1611 года, их допрашивали под тяжелейшими пытками. Конечно же, они признались во всем, что требовалось следствию. Что над девушками издевались и наказывали, что госпожа лично колола иглами и резала ножницами, что купалась в крови ради молодости, что тела закапывали в саду или вывозили в лес в мешках. Приговор был суров и театрально жесток, дабы отбить охоту у других слуг связываться с дьяволом. Доротья Сентеш, пальцы вырваны каленым железом, затем сожжена заживо. Илона Йо, та же казнь, каленые клещи, потом костер. Януш Уйвари, ребенок, карлик, обезглавлен, тело сожжено. Катарина Беницка, пожизненное заключение, умерла в тюрьме. Итак, после допроса ближних слуг вина графини была доказана окончательно. Но ей, отпрыску великого рода, не стали выносить публичный приговор, дабы не позорить имя Батори и не марать репутацию короны. Было принято решение замуровать ее в замке, чтобы она ни с кем не говорила и никого не видела, превратив ее мир в каменный саркофаг. Но прежде чем мы продолжим, предлагаю нам самим разобраться в этой истории. Без пыток, без истеричных слухов, без перепуганных теток и без сестер дяди второго брака дедушкиного внука. Мы с вами вооружимся лишь логикой, здравым смыслом, а еще некоторыми очень важными фактами этой кровавой истории. Итак, друзья мои, перенесемся в те славные времена, когда муж Элжбеты, Ференц, проливал кровь на полях сражений во имя короны. А корону эту носил человек весьма своеобразный, император Рудольф II. Да-да, тот самый чудак, который перенес столицу Священной Римской империи в Прагу, любезно распахнув ее ворота перед алхимиками, магами, астрономами, шарлатанами и прочими специалистами по темным искусствам и превращению свинца в философский камень. Город превратился в гигантскую лабораторию, где искали рецепт вечной жизни, а находили в основном сумасшествие и новые виды ядов. Человеком император был очень необычным, чистокровный Габсбург. И это, друзья мои, не фигура речи, а печальный генетический факт. Его родословная напоминала не могучее дерево, а замысловатый кельтский узел, где ветви рано или поздно сходятся обратно в ствол. Габсбурги свято верили, что лучший брак – это брак с двоюродной сестрой, ибо чужая кровь портит не только фамильный серебряный сервиз, но и божественное право на власть. Жениться император не стремился, а вот дети у него были. И самым любимым его ребенком был старший сын, нареченный с присущей Габсбургам скромностью – Юлий Цезарь. Да-да, ни больше, ни меньше. И пока муж Элжбеты проливал свою кровь на поле боя, императорский сынок проливал кровь котят, щенков, а затем и слуг. Да, ребенок был садистом с прогрессирующим безумием. Сначала юного проказника терпели, перерастет, но не перерос, стало только хуже. Вот тогда сердце императора наконец дрогнуло, и он вынужден был отправить свою кровиночку на перевоспитание. И куда бы вы думали? Ну, конечно, в живописный, словно игрушечный городок Крумау, нынешний чешский Крумлов. Видимо, считалось, что свежий воздух и красивые виды исцеляют душу, развращенную наследственной испорченностью и безнаказанностью. Несложно догадаться, что это чудовище восприняло ссылку как отпуск с безлимитными развлечениями. Он начал издеваться над жителями Крумлова с истинно императорским размахом. Особенно он любил женщин. Он похищал их прямо с улиц, врывался в дома и выбирал любую.
В общем, развлекался как мог, превратив прекрасный городок в филиал ада. Люди пытались жаловаться. Но чу, это же императорская сыночка. Сердце отца сжималось. Наговаривают, завидуют светлой мальчишеской непосредственности. И мер, конечно, никто не принимал, пока сыночка не влюбилась. Ну как влюбилась? Похитил с улицы девушку по имени Маркета и решил, пусть будет игрушкой под боком. Он ее избивал, насиловал, а потом, когда наскучила, просто убил и выбросил тело в окно замковой башни, словно выплеснув в воду после умывания. И только смерть этой несчастной, чье тело шлепнулось на брусчатку, дала толчок к тому, что о зверствах императорского отпрыска заговорили не только перепуганные жители Крумлова, но и весь пражский двор, который уже не мог притворяться, что ничего не видит. Только тогда папенька приняли меры и изолировали чудовище от мира, заперев его в замке, где тот вскоре и умер от бешенства. Да, я знаю, эту историю я уже рассказывала на своем канале. Зачем я вспомнила ее опять, спросите вы? Но как минимум для того, чтобы напомнить, что рыба гниет с головы, и показать, что жестокость в те годы была делом нередким, особенно когда речь шла о знати и ее праве на жизнь слуг. Это была эпоха, когда мораль была гибкой, а безнаказанность – привилегией крови. Но главное вот что. Как мы уже упоминали, муж Элжбеты, Ференс, верой и правдой служил той самой короне. Бесстрашно сражался, проливал кровь. Только вот проливал он ее за свой собственный счет. Чтобы было понятнее, объясню. Обмундирование для солдат, каждую саблю, каждого коня, укрепление крепостей – все это он оплачивал из своего кармана, а корона милостливо обещала ему это вернуть. Ну, корона же врать не будет. Это же не какая-нибудь алхимическая авантюра, а священное слово императора. А потом герой войны Ференс, измотанный походами и превратившийся в инвалида, умер у жены на руках. А что же деньги, которые задолжала корона? Какие деньги? Не знаем мы никаких денег. Вот примерно такой была реакция властей. Тем более, император Рудольф II к тому времени управлять уже не мог. Ни государством, ни собой. Безумие и депрессия сделали свое дело. И власть тихо перешла в руки его брата, Матиаша. Матиаш, что характерно, тоже деньги возвращать не спешил. Ну а зачем? Ференс-то умер, считаю, вопрос закрыт. И что делает вдова героя Элжбета Батори? Вместо того, чтобы скромно простить долг короне, она набирается наглости и требует вернуть деньги. И так богато, наверное, ворчал Матиаш, поправляя корону, еще и деньги требует. Какое поразительное отсутствие женской покорности! Итак, зафиксируем. Императорский двор был должен Элжбете Батори огромную сумму. А теперь давайте познакомимся с другим рыцарем нашей истории. Перед смертью Ференс, следуя доброй феодальной традиции, назначил опекуном своей семьи и имущества одного своего друга, мужской солидарности ради, чтобы хрупкая женщина не пропала в этом суровом мире. И вот если бы Элжбета была этакой слабой, дрожащей овечкой, возможно, помощь этого человека ей бы и пригодилась. Он бы с радостью взял на себя тяжкое бремя управления ее гигантскими владениями, замками, щитами. Но, увы, Элжбета оказалась неблагодарной особой и прекрасно управлялась со всем этим сама. Доступ к ее золотым жилам для этого друга семьи оказался наглухо закрыт. А как звали этого друга? Дьорть Тюрзо.
Да-да, вы не ослышались, тот самый Дьордь Тюрза, который с таким рвением проводил расследование по поручению того самого Матиаша, который так не любил напоминания о долгах. Какое удивительное совпадение, не правда ли? Но и это еще не все персонажи нашего бала-маскарада. Был еще один благородный герой. Некий священник-протестант, человек, который первым поднял тревогу и сигнализировал властям об ужасах, творящихся на землях Элжбеты. Да-да, тот самый Иштван Мадьяр. А он-то здесь при чем, спросите вы? О, друзья мои, он был здесь очень даже при чем. Иштван был ярым протестантом, Элжбета – стойкой католичкой. А в те годы в Центральной Европе между католиками и протестантами шла тихая, но ожесточенная война. Не столько мечами, сколько интригами, проповедями и, что уж греха таить, искусно написанными доносами. Поэтому его пламенное письмо можно рассматривать не только как моральный порыв, но и как идеально рассчитанный религиозно-политический выпад. Он, протестант, наносил удар по одной из самых могущественных и, что уж греха таить, богатых католичек в королевстве. Женщине, которая была слишком независима, слишком богата и слишком уверена в себе. Идеальная мишень для того, чтобы списать на нее все грехи порочной и алчной католической знати. И вот что мы имеем в сухом остатке. Император Матиаш должен Элжбете огромные деньги и хочет закрыть долг, не открывая казну. Следователь, ее бывший опекун, мечтающий контролировать все ее имущество. Священник, ее идеологический противник, мечтающий о ее падении. Великолепное трио, не правда ли? А как же показания свидетелей, спросите вы? Как же пропавшие девушки? Как же ванны с кровью? А вот, друзья мои, слушайте дальше, потому что самое интересное у нас впереди. Итак, друзья, о судьи кто мы разобрались. Теперь заглянем в святая святых. А как же проводилось следствие? Итак, все расследование держалось на 3 китах – сплетнях, слухах и показаниях, выбитых в прямом смысле этого слова. Большинство допрошенных – крестьяне, служанки, кузнецы, люди, которые лично не видели ровным счетом ничего, но с удовольствием делились тем, что тетка соседа кума сказала. Типичные ответы были шедеврами устного народного творчества. Не видел, но говорят. Мне тетка шепнула, что ее дочь знала одну, которая служила при госпоже. Соседка рассказывала, а она от порядочной женщины слышала. Та врать не станет. Имена жертв? Ах, бросьте, к чему эти мелочи? Теткиного мужа дядя сестра видела. И поверьте, в условиях тотального дефицита фактов этого было более чем достаточно. Количество жертв много, не сосчитать. Вот так и значилось в протоколах. Да и зачем считать? И так все ясно. Спустя годы родится красивая, круглая, абсолютно абстрактная цифра 650 человек. 650. Без имен, без могил, без хотя бы одного опознанного платья. Но звучит же внушающе, а этого достаточно. Находили ли обескровленные тела у стен замка? Бабки на лавке говорили, что да. Но куда эти тела девали, чьи они были и от чего на самом деле умерли, это уже мелочи, которые не стоили внимания следователей. Пропадали ли из замка служанки? Баба Марта говорит, что да, а бабе Марте, как известно, виднее. Но вот только имен пропавших история не сохранила, и следствие их не зафиксировало. Родственников исчезнувших девушек тоже никто не знает, а ведь среди них были и дворянки. И вот тут должно быть хоть одно имя. Но нет. А как же наша история с Анной Надь, которая пришла и умерла?
Но человек в принципе смертен, и, как сказал великий классик, плохо, что он внезапно смертен. А в 17 веке тем более. А находили ли трупы в те годы в округе Чахтицы? Пожалуй, да. Но что-то подсказывает нам, что и сегодня, спустя 4 века, в окрестных лесах, увы, можно наткнуться на чьи-то нежелательные останки. И в вашем городе, друзья мои, как и в любом другом, такое, к сожалению, тоже случается. Но только по факту находки тела это не означает, что за преступлением стоит ваша соседка, баба Клава. Пусть она и косится на вас с подозрительной строгостью. Людей, к сожалению, убивают всегда. А в те времена, в начале 17 века, в приграничных землях причин для скоропостижной и насильственной смерти было в избытке. Ведь это была земля, где недавно отгремела война. Турецкие набеги, разбойники, дезертиры, голод, чума или просто пьяная драка в корчме – все это было куда более вероятной причиной смерти, чем изощренный садизм высокородной дамы. А теперь коронный номер обвинения – ванны с кровью для сохранения молодости. Эта история не терпит никакой критики, если включить хотя бы школьное знание биологии. Сколько в теле человека крови? От 4 до 6 литров. Сколько людей нужно на одну полноценную ванну? Десятки. И не просто людей, а по легенде девственниц. То есть, кого попало на убой не затащишь. И это только на одну ванну. А Элжбета, говорят, такие ванны, ох, как любила. Представьте себе этот бесконечный поток безымянных девственниц, которых никто не хватился. Ну и самое главное, а как быть со свертываемостью крови? Кровь – это не просто красная жидкость, которую выдавил из жертвы и улегся в ванну, нежно шепча: «Ах, молодость, молодость!» Это биологический материал, который через пару минут превращается в плотный, липкий кисель с ароматом тлена. Роскошно? Едва ли. История с кровавыми ваннами правдива ровно настолько, насколько правдивы рассказы о том, что луна сделана из сыра. Так была ли Элжбета садисткой? Не доказано. Строгой к слугам? Ого, это бесспорно. Плеть, кнут, а то и что похуже, обычное дело в ее доме. Но, друзья мои, кто в те времена не наказывал слуг? Это было так же естественно, как дышать. Жестокость? Для нас да, для них просто вторник. Умирали ли в ее доме слуги? Конечно, как и в любом другом доме. И причины на то могли быть разные, ведь мы помним, человек смертен. И да, ее не любили в округе. Богатая, властная, требующая свой долг. Таких не любят. Ни тогда, ни сейчас. И вот что еще. При официальных допросах были получены столь же официальные показания соучастников. Тела жертв, мол, закапывали в саду. Звучит убедительно, почти археологично. Думаете, кто-то пошел проверять? Раскапывать, считать, сверять? Конечно, нет. Зачем? Это скучно, грязно и, главное, может разрушить прекрасную легенду. Пусть лежат себе, не мешают следствию. Все и так ясно. Но ведь в книгу рекордов Гиннесса она внесена как самая массовая убийца, скажете вы. Книга врать не будет. Книга, может, и не будет, а люди с удовольствием. И многие блогеры утверждают, что это факт. Конечно, утверждают, ведь это так красиво звучит, да и проверять никто не станет. А я проверила, ведь мы с вами люди думающие. Итак, в 1970-х годах, когда человечество еще свято верило в бумагу и печатное слово, Элжбета Батори торжественно вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая женщина-убийца в истории. В графе «Результат» гордо стояло 650 жертв. Без имен, без дат, без доказательств. Просто красивая цифра для страшной легенды. Но время – лучший следователь.
Прошли десятилетия, и в начале 2000-х редакторы Гиннесса решили перепроверить свои старые рекорды, и выяснилось, доказательств нет вообще. Ни одного тела, ни одного протокола, ни одного судебного приговора. А чтобы попасть в книгу рекордов, нужно свой рекорд доказать. И когда руководство Гиннесса наконец осознало, какую чушь напечатало, все исправили быстро и без фанфар. Строчку о кровавой графине просто удалили. Теперь в разделе «Женщины-убийцы» первое место занимает Амелия Дайер, британская нянечка XIX века, которая задушила более 400 младенцев. Ее преступления подтверждены документально. Ее вина доказана судом. Ее история не миф, а холодная реальность. А вот Элжбета Баттери сегодня в книге рекордов упоминается лишь как легенда. Пример того, как слухи, страх и зависть могут создать самую кровавую сказку Европы. А Википедия, друзья мои, это же проходной двор, сплетница с мировой известностью, только без косынки. Но вернемся к Элжбете. Как вы понимаете, суда над Элжбетой Баттери не было. Официального приговора тоже. Но наказание она получила. И, как водится, самое страшное – без права на последнее слово. Ее не замуровали в стену, как любят рассказывать в легендах. Просто закрыли дверь. Навсегда. Оставив лишь крошечное окно, чтобы через него передавать хлеб и тишину. Как вы понимаете, долг короны был списан. Его не вернули даже детям покойного героя войны. А Тюрзо, тот самый следователь и ревностный опекун, он вздохнул с видимым облегчением. Наконец-то можно было все взять под свой надзор. Все ее имения, земли, богатства. Позже, конечно, ее дети вступят в наследство. Но только вот окажется, что половина империи Баттери испарилась, как утренний туман над холмами Чахтицы. Элжбета проживет 4 года в заточении, забытая всеми, без писем, без гостей, без права на слово, ни одного свидетеля ее последних дней. Только ветер выл в бойницах, и свечи таяли, оставляя следы, похожие на кровь. А потом, в одну из августовских ночей 1614 года, графиня позвала стражника и тихо сказала: «Холод в костях, руки не греют». «Пустяки, госпожа, отдохните». Дверь закрылась, свеча догорела. На рассвете ее нашли без дыхания. Лицо спокойное, ладони сложены, будто она наконец согрелась. Замок молчал, и только ветер в бойницах шептал: «Ну вот и все». Так закончилась жизнь женщины, у которой было все: гордое имя, несметное богатство, железная воля, но которая оказалась слишком женщиной в мире, где ее свобода, ее власть и ее деньги были единственным и самым страшным преступлением. Ее имя после смерти начнет обрастать легендами. Ее назовут графиней Дракулой. Но, друзья мои, даже Влад Цепиш не был тем чудовищем, каким его вылепили сплетни. В общем, даже спустя века, несмотря на полное отсутствие доказательств, Баттери так и осталась той, кто убил 650 девушек. Как в старом анекдоте, ложечки, может, и не крал, а осадочек остался. Ну а мы покидаем эти мрачные земли и возвращаемся в туманную старушку Англию. Ведь из-за гобеленов на нас уже смотрят глаза тех, кто умел убивать с истинно королевским изяществом, без шума, без крови в ванной, и кто никогда не позволил бы сплетням стать официальной историей. Эти глаза любопытные, холодные и, кажется, тоже женские. Вот так, элементарно, Котсон.
Одни шепчут, другие кричат, третьи записывают в хроники. И через 100 лет сплетня уже превращается в историю. Не верьте всему, что вам рассказывают. Особенно если рассказывают слишком громко. История не любит крика. Верить можно только себе. И иногда коту. Увидимся в Англии. Возьмите с собой розу. На всякий случай. Маркиз Пюре, что вы делаете?